Всем привет, с вами Ято, и мы продолжаем прохождение Dragon Quest. Собственно, в прошлый раз мы остановились на том, что разыскиваем некого парня по просьбе русалки, и сейчас нас отправляют на помощь местным в борьбе с каким-то чудищем. Мы, конечно, знаем, с каким. Но сути это не меняет. Кстати, надо для этой сути поменять немного состав группы. Но более привычно, так сказать. Интересно, почему не припарковались в их порту? Мне казалось, их было больше. Ooh, these must be the gallant squid hunters. I wonder which one's our blushing husband to be. Хотелось бы, конечно, сказать, что нам там рады. Yoo-hoo! Over here! Excuse me, which one of you big brave boys is Kai? They look like they're saying something, but I can't quite make it out. A good view? I love you? По-моему, перебор с фантазией. Above you? Look out! Up there! Почти. А вот у нас привет. Надеюсь, к бою мы более-менее готовы. Ну, думаю, справимся. Будет нехорошо, если сейчас киллера положит. Долбануть-то особо по нему нечем.
Нас он, мягко говоря, уже задолбал. Меня действительно задолбал. Your socks up. Don't worry, darlings. Syl's here. Мне кажется, ему его даже ни разу ударить-то не успели, пока он щупальца призвал. Пусть искалечен он. Ничего, если не хватает, так это массового сила. Need a little oomph. Было бы неплохо изменить одну вещь. Серьезно. Надеюсь, он еще так долго продергается. К сожалению, нет. И мы только что потеряли сила.
Интересно, на каком уровне удобнее всего бить эту клюшку? Don't worry, darlings. Phil's here. Чего он на нас так упорно смотрел только что? Мне начинает казаться, что Филанда делает что-то не вовремя. Тем более он зацепил. Ну, как с тобой. Wakey, wakey! Ну, похоже, мы сейчас уже окончательно лишимся скилла. Это противника мы решились куда раньше. Несколько Score даже one for the внезапно. good guys. Fabulous, darling. Not bad. С чего бы такая разница в количестве очков? Не знаю, зачем, но мы пойдем сюда. Видимо, за этим. Хорошо, не пришлось к нему палубу отскубать. Thank you, thank you! Darlings, it was nothing, really! Mahalo, mahalo. Whoever you people are, I can't thank you enough. But I can sure feed you enough. Tonight we're gonna have a luau to remember, and you're gonna be the guests of honor. Get ready to drink, dance, and fill your belly with fish till you fall down. Come one, come all to Lona Lulu.
Что-то меня не покидает ощущение, что мы куда-то непонятно куда должен когда-то попасть. Вообще я как-то уже немного подзабыл порядок некоторых действий. And where do you think you're going? You're off to look for Kai, aren't you? Well, I'm coming with you. Тебе этого сказать не могла. Спрашивает, зачем я к ней подходил? Oh, hello, Veronica. What are you doing out here? Ugh! Those stupid fishermen said the party was only for grown-ups, so they couldn't let me in. Is every bar in the world full of stubborn idiots or something? Мне кажется, что она в этом костюме похожа на гнома. Anyway, you're going to look for Kai, aren't you? I've got nothing better to do, so I might as well join you. Кто-то на домохозяйку. Было бы прикольно, если бы здесь был жезл в форме какой-нибудь поварешки. Хотя, может, он где-нибудь есть. Смотрелось бы это довольно шикарно вместе с тарелкой щита. Хотя, можно сказать, что это не тарелка, а какая-нибудь крышка от кастрюли. В общем, дизайн тот еще. А нам по-прежнему сюда нельзя. Что мне подсказывает, что я должен был идти в порт. Еще могли бы наш корабль где-нибудь тут припарковать. Ну вот, собственно, и он. Могли бы ему как-то звук дать. Sorry, but I'm not the man from your story. You must have me mixed up with somebody else. Don't give us that nonsense. We know you're the only Kai in Honolulu. If you never meant to marry that poor mermaid, you should never have proposed to her. Hey, go easy on the accusations, will you? People here got no love for mermaids. If they think I do, I'll be in trouble. The Kai you're looking for is my grandfather, Kai Noah. I take it you've heard the tale of the mermaid's curse? Yes, yes, your mother told us all about it. But I can't see what an old fairy tale has to do with anything. You can't keep Michelle waiting any longer. That's what I'm trying to tell you. It's not a fairy tale, it's true. The fisherman from the story, that was my tutu, my grandpa. It all happened 50 years ago. And it happened 10 years after Grandpa got chased out of the village. The kahuna's daughter, Leilani, she married another man. And they had a kid together.
After the baby came, the people started to forget about Kainoa and the curse the mermaid put on him. Till one day, another great storm struck, even more violent than the one that sent my grandfather to the bottom of the sea. The kahuna's boat went down, and him and his daughter's new husband went with it. The men who survived went to break the news to Leilani, but when they got there, her and the baby, they were nowhere to be found. The villagers said it was the mermaid's revenge, that she took all 4 of them because she couldn't have Kainoa. So they lit torches and they marched to Saikiki Beach to confront him. When they threw open the door of his hut, they couldn't believe what they saw. He'd been living all alone for the last 10 years, but there he was with a baby in his arms. And the baby, it was dripping with water. They ran off screaming, talking about how he must have had a kid with the mermaid. And that was the last time anyone from the village went to Saikiki. Wait, but that baby must have been your mother, which would mean she was half mermaid, which would make you... Cooley, don't even say it. My mother is a human being. My grandpa found her abandoned on the beach and raised her as his own. He never had a kid with a mermaid. That's just a stupid rumor made up by a bunch of fishermen. If that mermaid really is still out there somewhere waiting for Grandpa, there's something I want you to give her. Meet me on Saikiki Beach. It's on the other side of the cape. You can get there through the chapel at the back of the village. I'll leave the door unlocked. Странная идея закапывать покойников возле воды. Вот должно нехорошо кончиться. Чем, может, мне только кажется. This veil was my tutu's. Ma said when she found him after he died, he was just lying there holding on to it. Guess there was a reason I never threw it away. If you really know where to find that mermaid, I want you to take it to her and tell her he's dead.
Look, I'm sorry if I was kinda short with you back there. But it hasn't been easy for me and my ma. After Grandpa died, they let her go back to the village and marry a local guy. But it didn't stop folks talking. But she rose above it, turned it into that story show of hers. And now that's how she makes her living. She's a smart woman. Tough, too. I hate that mermaid for what she's put us through. And I don't want my kids to suffer like we have. The Kahuna's finally letting me sail with the other men. The curse is nearly undone. Please, take the veil and let that be an end to it. Пожалуй, данный путь мы таки сократим. По-моему, довольно мерзкий голос. So he's busy getting ready for our life beneath the sea? That's why he said to take the veil and bring it back to me? Oh my word, it's gorgeous! It's the finest in the world! I love the little seashells! Oh, and are these tiny pearls? Well... But really, what's he like though? Why's he taking all this time? To leave a poor girl stranded here. It really is a crime. I miss him. How I miss him. But I'm sure he has his reasons. Perhaps he had to stick around for one last fishing season. Как меня раздражает и манера речи. That's it. He'd never leave his fellow fishers high and dry. He's such a silly softy. But that's why I love my Kai. Thank you all for helping me. You've put my heart at ease. Come on, why don't I show you how to sink beneath the seas? Give that a strum if on the waves a whirlpool you should spy. My friends will take you down below and keep you safe and dry. Ish. The pool that leads to Nautica is in the inland sea. Sail through the strait and round the rocks to meet Her Majesty. I'll stay right here, although I know my darling's running late. A mermaid lives 500 years. I have the time to wait. If Queen Marina asks for me, please tell her that I'm well. And next time that she sees me, she should call me Mrs. Shell. I wonder how long Michelle's going to wait there all on her own. Just like Kainoa.
You did the right thing. If you told her the truth, it would have broken her heart. You can't live without hope, even if that hope is just an illusion. Надеюсь, хоть здесь не будут таким придурочным. Целое поселение таких я уже не выдержу. Хотя вроде как она одна такая. Между тем, мне как-то интересно, как он здесь дышит. С этим это все понятно. А вот что насчет героев? Они как-то даже не выглядят намокшими. Crevens, this place is a veritable paradise under the sea. Just when you think you've seen it all, you find yourself in Mermaid Town. So we can breathe underwater now? That harp is something else. Well, now we're here, I guess we can find out if that story about the giant pearl is just an old wives' tale or not. Finding the orb is important, but we need to talk to the Queen first. We have to tell her about Michelle. Я даже как-то спрашивать не хочу, что это такое. Если предположить, что это тритон, но как-то не похоже. Разве что головой. Всякая мутата продается. Нет, чтобы продать что-то более-менее нужное.
По-моему, такое не совсем хочется мне разговаривать. Я не сказать, что имел такую возможность и способности. Что мне кажется, что эта книга написана на том же идиотском языке. Я имею в виду ту самую форму слога, используемую русалкой. Вот не совсем то, куда я хотел зайти. Конечно, что совсем не то. Где тут лифт? I welcome you to Nautica, the land beneath the waves. What brings you, Prince of Dandrasil, down to these coral caves? Все-таки они все так говорят. Huh? How do you know he's the Prince of Dundrasil? Рик, помолчи, ты тут единственный обычный человек. I have a second sight that touches every quarter, by which I keep abreast of all the news above the water. У него хотя бы голос Of нормальный. doomed love between men and mermaids, let us later speak. First, allow me to present the item that you seek. Behold the shining sphere of green, the orb you humans need. The treasures of the world above are marvelous indeed. Теперь два вопроса. Как они носят такой здоровенный шарф в кармане? И откуда у них в кармане, в хвосте карман? Consider this my thanks for Откуда what она you его did достала? for dear Michelle. Pray take it kindly, travelers, and may it serve you well. Я не думаю, что оно там прям на троне валялось, как яйцо под курицей. I witnessed the whole sorry tale. It always breaks my heart. The tragedy of man and mermaid doomed to live apart. But while the mermaid's burden holds, such romances are blighted, and love between man and sea maiden fizzles unrequited. For years now I have sought a way to remedy this curse. Alas, my every effort ends in failure or worse. You humans cannot help but seem a fragile kind to we, who live 500 years and more down here beneath the sea. But though the flame of human life burns short, it burns so bright. You never cease to struggle. No, you push, you strive, you fight.
And so your kind admire our kind, but we admire in turn. It is the world tree's will that from each other we should learn. It was the world tree's will that brought Michelle and Kai together. I pray that in their next lives they may stay that way forever. So too was it the world tree's will that brought you here today. But now, dear luminary, you must be upon your way. So set sail on the tide of time that flows ceaselessly on. And if Yggdrasil wills it, we shall meet again anon. Между делом, сколько мы уже этих шариков собрали? Remember, though the paths we walk are filled with twists and turns, all roads lead from the tree of life, and to the tree return. Между тем стало интересно, а если у них что-то экстренное происходит, они точно так же разговаривают? Ты ж, по идее, ничего и сказать ты не успеешь. Могла бы что-нибудь новенькое сказать. Вообще у меня уже как-то поднакопилось этих дополнительных квестов. Не развязаться. Не всем понятно, что и надо, но потом разберемся. В любом случае, то, что нам даст, нам весьма понадобится. Что это такое? Как бы как понять, куда нам плыть. Тут еще маршрут. Мне кажется, что здесь как-то пропорции немного хромают, когда плаваешь. Очень сильно хромают.
всего, что я под протектом был. Какой черт на меня это овощ вылезал. Вы по морде отвесить вы не могли. Только куда больше было. Ну, по крайней мере, он довольно-таки быстро слег. Не пришлось возиться. Где мы хоть есть-то? Заодно и в академию заглянем. Как ни крути, а место довольно-таки интересное. Well, that was How's life for the old dog yet? Что-то мне подскажет, что это та самая моя нелюбимая локация, в которой фиг пролезешь. Разве мы не ночью шли? Это такая академия благородных девиц. Это очень заметно по некоторым лицам. Да, звуком подрисовать.
Allez, hop! Très bien. A splendid rendition, girls. Now, to your lesson. May you have a maximally fruitful day on your journey to become miniature ladies par excellence. All together now. Где ж был вот звук, когда вы пели? Merci, Monsieur Médaille. Merci, Monsieur Médaille. Как они общий язык с этими чудиками находят. Merci, mesdemoiselles. What have we here? It is not so often that we receive les visiteurs. It is a minimally common occurrence, in fact. Мне кажется, он француз. Incroyable! I do not believe it! Young man, it must have been fate that brought you here. Destiny! La Providence! I sense a great power within you. A power of maximal significance. There is much to discuss, but not out here, eh? Come to my office, and I will reveal all you need to know. It is nearby, a minimal distance. You will see. Между тем, французский я как-то недолюбливаю. Сколько ж мы уже этих медалей-то нагребли? 21. Пожалуй, то, что нам надо, нам таки хватит. Что за дребедение нужно?
В любом случае за это платят. А вам не забудьте об этом. Еще было бы куда удобнее, если бы они ключевые слова выделяли красным. То временами прям таки угадывать приходится. Набор, конечно, неплохой, но это вообще не то, что надо. А что это? Вообще, когда в тексте появляется их чудо-акцент, без того непонятно, текст превращается не пойми во что. Вот куда лучше, если бы они это еще и озвучивали.
Зачем я вообще эту лабуду читаю? С таким лицом сразу видно, что она имеет проблемы. Судя по всему, не маленькие. Даже интересно, как бы она звучала, какие звук добавили. Не ожидал большего. Собственно, это карта чего? Похоже на их академию, конечно. Но есть ли в ней хоть какой-то смысл? Наконец-то рецепт. Вообще было бы странно, если бы эта библиотека пустовала в плане рецептов. Хотя могло бы быть, конечно, и побольше тут. Но, на мой взгляд, читать вот эту всю лабуду не очень-то интересно. Особенно, если язык не знаешь.
Собственно, что это было? Надеюсь, где-то сила есть хоть что-то полезное. Что-то мне казалось, что до этого полки были как-то цельными. Хотя ничего подобного. На том и все. Как же тут не густо всего. Это нет. Вообще, вместе помешанном на медали могли бы выпадать куда чаще. Ah, there you are. Now, you must allow me to introduce myself properly. I am Maxime Médaillé. And this is my humble establishment, l'Académie de notre Maître des Médailles, a school in which miniature ladies bloom into beautiful full-grown flowers. As part of the education, we encourage our pupils to journey through all the lands of Edrea and to gather the maximum number of mini-medals they can find. As they hunt for medals, they immerse themselves in the cultures of the world and acquire at least a minimum of, how you say, Я уже совсем не savoir-faire. понимаю, что он говорит. But every so often, a born medal hunter comes along. I sense this in you. I see the most maximally adroit medal detector of my career before me. However, there is one miniature problem. The Academy is for young girls and young girls alone. Sadly, I cannot offer you a place here. But does this mean I will allow such potential maximal to remain untapped? No! By the power vested in me, I hereby enroll you as an honorary member of l'Académie de notre Maître des Médailles. Он
даже слегка пугает. Нет, надеялся как-то костюмчик получить. Вроде как его где-то должны были давать на одном из этапов. Тем, чего от нас хотели все эти шандарахнутые личности. И, похоже, я что-то пропустил на Луну. Я сюда чуть позже вернуться. Мы пока что двинем в сторону города. По-моему, я забыл поговорить с здешним священником. Я нас так туда телепортнуть, если что. Начинает казаться, что здесь временами какая-то неадекватная яркость появляется. Что это было? Все прям полыхает. Предварительно, конечно, заглянем в лагерь. Смотрим, что за какие рецепты нам там надавали. Дребедень на нас точно нападет. Можно сказать, они до нас еще не доросли. Довольно странный такой момент.
То, что в разных местах одни противники куда сильнее, другие куда слабее. Ты вроде идешь на повышение. Ой, я нашел платину. Чтобы узнать, сколько мне ее нужно. Тут ничего нового. И, по-моему, кому-то должен был привалить. А девочка, в случае, у меня не вот это вот просила. Странно, у нее такие наклонности. Тебе все не проблема-то достать. Правда, придется побегать. У нас по-прежнему не хватает наушников. Черт знает, где она берется. Платин-то надо немало. Теперь бы уже новые скиллы добавить. Со временем на эту систему крафта начинаю смотреть как-то с некоторым негативом. Пиночки закончились. Хотя поначалу это весьма-таки весело. Единственный плюс, что в случае ошибок такой предмет все равно получается. Правда, бонусов не дают. Сюда заглядывать-то не надо. Ну, как ни крути, ничего нового мы не получили особо. Надо немного подыскать платину. Всякой лабудой торгует. Чтобы как-то по мере продвижения улучшать его товары куда более радикальными способами, то мы находим куда больше, чем у него добавляется. Конечно, со временем довольно-таки знатно расширяет свой ассортимент. Собственно, я думаю, заглянем сейчас в местный магазинчик и будем закругляться. Я все еще надеюсь найти
Заячьи уши. Это, конечно же, город немного пообыщен. Out of the way, drongos. Some of us have got sights to see. I see this place is still full of friendly visitors. We passed through a while back on the hunt for clues about Mordigan, you see. The beatific smile of the mural of the ruins of Now What brings good fortune to all who lay eyes upon it. Well, if they believe that kind of rubbish, I'm guessing you didn't find out much of any use. Aye, that's right, laddie. Not a sausage. But we're looking for something different now. And with the luminary with us too. I have a feeling it might be worth taking another look at those ruins with fresh eyes. We'll have to make our way through town and over the top of the mountain to get there. Let's split up and see what we can find out on the way. Между тем, куда я собирался тратить. Временами черт ногу слоит. Бы между делом не забыть, что я ищу. Щедрый дедуля. Ты, сдается мне, легко, но нам не даст.
И тут нет. Как я помню, раньше мне эти уши попадались чуть ли не на каждом шагу, блин. Плохо было бы всех перевооружить уже. И они, конечно, не жалуются. Они жалуются. Ты несерьезно подготовилось данное заведение. Хотя... Да, несерьезно. К счастью, ключ к этих дверей мы уже скоро получим. Надо потом бегать, все открывать. Дверей-то тут немало. Зачем мне лестница на второй этаж? Ты не заметил, что я могу где-то там выйти? Ну что ж, на этом моменте мы с вами на данный момент и закончим.
Дальнейшее уже отложим на потом. Так что всем спасибо за просмотр и пока.